Друзья, всем приветствие! Вы на канале BLStream, с вами Михаил. В данном видео речь пойдет про такие вещи, как сигаретные карточки. Во время путешествия по игре Red Dead Redemption 2 я натыкался на такие вещи, как сигаретные карточки, находя их по разным уголкам. Всего их нужно собрать 144 карточки. Я расскажу, как быстро это сделать и какая награда нас по итогу ожидает. А самое главное, кому это все дело сдать. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Итак, друзья, пока житие-бытие идет своим чередом, хозяйство растет, мы делаем колоссальную уборку. Ну, в общем-то, в это время поговорим про как раз-таки те самые сигаретные карточки. Сигаретные карточки — это, как я понял в игре, такая вещь, как коллекционная, да? Ну, то бишь, есть они есть. Во время прохождения для меня было так. Они попадаются у нас абсолютно в разных уголках. Ну, то есть, может где-то быть в доме, может быть где-то в луте, обыске какого-нибудь там после очередной зарубы персонажа, либо там на камине, либо в пачке сигарет. Ну, то бишь, вы открываете пачку сигарет, да, допустим, и вам рандомно может выпасть та самая сигаретная карточка. Всего существует в игре 12 наборов по 12 карточек, это 144 штуки. До одного момента я не понимал, честно сказать, для чего они нужны. Ну, то есть, никакой ачивки они не дают, никакого достижения вроде как не дают. Даже если дают, это не принципиально, на сюжет никак не влияет. Пока я не наткнулся на одного персонажа, который находится как раз-таки на станции. Да, на карте я вам покажу, где это. Называется это Flat Neck станция. Вопросительный знак вопроса беленький. Да, как только вы к нему подходите, начинается диалог, и он вам расскажет как раз-таки, для чего он их, ну, то есть, что он их коллекционирует. Ну, а пока давайте посмотрим как раз-таки касс-сцену и продолжим уже. Ага, но возможно, что это такое? О, нет, никаких. Курение других хобби. Возьмите несколько. Зачем вам столько сигарет-то? В дальний путь отправитесь, что ли? О, нет, ничего подобного. Мне нужны только карточки. Ясно. Они у вас есть, да? Ну так доставайте их, покажите мне, давайте. Вот. Все они у меня уже есть. Вся ценность все в том, чтобы собрать комплект. Иногда я курю до 200 сигарет в день. Просто чтобы открывать пачки, которые приносят мне коллекцию. Это обалдел. Что я получаю возможность курить огромное количество сигарет, благодаря которым что-то... О, еще и деньги. Это же целое состояние, сэр. Да. Полный комплект любой серии. Стоит целое состояние, вот взгляните. Стрелки, да? А вот здесь? Церковные уроды. Да. Прелестницы пустыни. Такие редкие. Я и не знал. Да, сколько? Ну, сэр, все зависит от их редкости. Конечно. Ну, знаете, если бы вам удастся собрать полный комплект, можете сбыть его мне. Вы мне заплатите приемлемую цену. Отправляйте их мне прямо сюда. Это вот только для этого карточки нужны? Ладно, говорит, иди. Набор карточек. Итак, друзья, как я понял и как вы посмотрели сцену с персонажем, который собирает эти карточки, я понял такую вещь, что вот как раз-таки именно надо открывать те самые пачки. Ну, то бишь, если вы залутали кого-то или нашли пачку сигарет, примените одну сигарету во время игры, тем самым откроется пачка. Ну, если вы нашли целевую карточку, ну, то есть даже это лучше. Вот, непосредственно перед отправкой в Валентайн, куда я направлюсь покупать те самые
сигареты, чтобы добыть эти карточки. Хотелось бы сказать спасибо всему чатику. Бананчик, привет, как и обещал. И Етору большое спасибо за данный лайфхак, как, скажем, сократить время в приобретении этих самых всего набора сигаретных карточек. То есть направляемся мы в Валентайн. Ну, по крайней мере, я направился. Может быть, в каких-то других магазинах это есть. Но это был, скажем, самый ближний путь от той станции. Заходя в магазин, справа вы увидите полки. Да, то есть на этих полках, ну, может быть, еще где-то лежит тот самый провиант из каталога. То есть мы не залазим в сам каталог, а подходим именно к полкам, и, как вы видите, тут лежат те самые сигареты. То есть это сократит время. То бишь вы покупаете 2 раза по $2,5 сигареты, у вас получается 20 штук, нажимаете буковку «Б», заходите в меню и нажимаете кнопку «Выкинуть все». По-моему, там кнопка F, ну, там подсказки вас наведут, особо не переживайте. И начинаете покупать. 2 раза купили, 1 раз зашли в меню, выкинули, или в рюкзак, опять скупили, выкинули. Как проверить, к примеру, сколько у вас этих карточек или сколько вам осталось? Ну, скажу так, я потратил, при том, что у меня было 84 штуки, как вы увидели изначально на скрине, да, я потратил где-то 600 с чем-то долларов, чтобы добрать 60 недостающих. Ну, я уповаю просто на какой-то некий рандом. Ребята в чате также писали, что тратили от 500 до 700 долларов. Ну, плюс-минус. Поэтому уйдет у вас времени где-то минут 10-15 при покупка-выкидывании. Потом нажимаете кнопочку Escape, заходите в справочник, и у вас будет в самом конце, там я скрин приложу, показано, сколько максимальное, то есть полный комплект, сколько у вас имеется. Вот. После всего, как вы собрали, вспоминаем катсцену, который персонаж указывает, ну, дает нам визитку и говорит, когда вы все соберете, идите на почту и отправляйте мне все эти карточки. Отправляемся, друзья, в ближайшее почтовое отделение, что вблизи Валентайна. Я думаю, по карте вы не заблудитесь. Тут все очень просто. Надо подойти к служащему, который принимает почту. Как мы видим, отправляю я посылку. Выбираем как раз-таки все данные комплекты карточек, 12 наборов, да. И после чего нам предстоит где-то отдохнуть, либо это в отеле, либо это где-то на природе. Я выбрал природу, ждем сутки, после чего возвращаемся к данному почтальону, о чем нас уведомит сама игра, что приходите, у вас там некая посылка. Итак, друзья, по возвращению к нашему почтальону мы получаем награду. Я выписал, ну, особо важные, скажем, предмета. Да, сейчас продиктую. Это золотой самородок, это маленький мешочек с драгоценностями, плюс 1000 долларов. Это, то бишь, уже окупаемо того, что мы затратили на покупку данных сигарет. Кучу рецептов, всяких перьев и так далее. Это все вы увидите на экране. Но самое, как мне показалось, интересное, это наручни времен гражданской войны. Это один из 3 компонентов для получения амулета, по-моему, или талисмана, я их там немножко путаю. То есть одни с легендарных животных, а вторые добываются и животные. Ну вот я сейчас показываю, да, это талисманы. Что дает на 10% снижает расход в режиме меткого глаза, вашу энергию. Вот как-то так. Вот такой вот получился видосик. Спасибо вам большое за мотивацию. Надеюсь, для кого-то эта информация будет полезна. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки. Здоровья вам, добра. До новых встреч. Надеюсь, что сегодня увидимся 27 числа. И пока.